Приветствую, уважаемые гости и подписчики канала «Умней сейчас». Сегодня вы узнаете, какое животное любит больше всего поспать. Сон – это неотъемлемая и очень важная часть жизни животных и людей. Во сне мы отдыхаем, восстанавливаем силы и здоровье. Малыши растут и развиваются именно во сне, а потому важно позаботиться о том, чтобы ребенок получал необходимое количество часов сна каждый день. Если человек не выспался, он будет раздражительным, рассеянным и вялым. У животных все устроено так же, как и у людей. Для каждого животного нормы сна свои. Кто-то спит совсем немного, а кому-то нужен целый день, чтобы выспаться. Так давайте узнаем, какие животные любят поспать больше всех. 10 место – бегемот. Бегемот проводит много времени в воде. Это неспешное животное часто дремлет, не вылезая из воды. Длительность его сна может составлять более 16 часов в сутки. Бегемоты спят целыми группами. Обычно такие дремлющие группы насчитывают порядка 30 животных. Хотя бегемоты спят на земле, они в состоянии спать и под водой. Во время подводного сна они поднимаются к поверхности воды для того, чтобы периодически дышать. Но даже это бегемоты делают во сне. 9 место – хорек. Домашние хорьки – существа весьма социальные и активные. Несмотря на это, спят они от 15 до 18 часов в сутки. Хорьки в возрасте спят больше, чем молодые хорьки. Сон этих зверьков часто бывает очень крепким. Спящие хорьки могут не реагировать на звуки и даже прикосновения. Бывает, их невозможно разбудить. Неопытные хозяева пугаются такому состоянию питомца. Вдруг он потерял сознание, впал в кому или того хуже. У этих животных очень быстрый метаболизм и гиперактивный образ жизни. Если хорек не спит, он непременно двигается, изучает территорию, бегает, играет с хозяином и покоряет препятствия. На все это нужно много энергии, которую хорек как раз черпает во сне. 8 место – питон. Питоны чаще всего охотятся в сумерках или ночью. Питаются они преимущественно мелкими млекопитающими, крысами, мышами, землеройками и иногда птицами. А вот день они проводят в укрытиях, норах или среди опавших листьев. В процессе переваривания проглоченной еды питон может проспать до 18 часов в сутки. 7 место – опоссум. Опоссумы активны по ночам, отправляясь на поиски корма после заката. А дневное время они проводят в убежищах. Поздней осенью и зимой активность опоссума заметно снижается, особенно в периоды сильных заморозков. Спит опоссум в среднем около 18 часов в сутки. Опоссумы предпочитают спать на ветке дерева или свернувшись клубочком в дупле или другом укрытии. 6 место – ленивец. Ленивцы спят по 15-18 часов в сутки, а в остальное время питаются плодами деревьев, листьями и молодыми побегами. Ленивцы передвигаются с медленной скоростью и большую часть времени проводят, повиснув на ветке вниз головой. В таком положении ленивец питается, спит, спаривается и даже рождается. Иногда они все же спускаются на землю, правда для дефекации, но это происходит не чаще одного раза за 3-9 дней. Но назвать его вялым язык не поворачивается. Он вполне бодр, просто никуда не спешит. Ленивец мало двигается и не слезает с дерева не потому, что не может, а потому, что просто не хочет. 5 место – броненосец. Это закованное в латы животное спит всю ночь, все утро, весь день, а вот к вечеру начинает активно искать, чего бы слопать. Причины столь странного образа жизни до сих пор неизвестны науке. Эти животные спят до 19 часов в сутки. Когда броненосец выходит из норы, он принюхивается, держа свою острую мордочку у самой земли. Двигаясь зигзагами, он проходит около 1 км в час, останавливаясь на каждом шагу, чтобы выкопать червя или насекомое, которых он чует на глубине до 20 сантиметров. Если броненосца преследовать, он переходит с шага на бег и стремится убежать в нору, откуда его не так-то просто извлечь. Да и не очень-то и нужно. 4 место – кошка. Ее любовь к полусонному существованию известна каждому, кто держал в доме кошку. Наука уверяет,
Такая привычка досталась ей от диких кошачьих родственников и помогает сохранять энергию для охоты. Но если оглянуться на домашних собак, то можно предположить, что питомцы спят от скуки. Ну а чем же еще себя занять в квартире, если хозяин торчит на работе или перед телевизором? Маленькие котята могут спать до 22 часов в сутки. Дело в том, что во сне котята растут и развиваются. В зависимости от породы и темперамента, взрослая кошка может спать до 20 часов в сутки. Третье место – летучие мыши. Количество часов, отведенных для отдыха рукокрылых, колеблется в зависимости от вида животных и других факторов и может достигать 20 часов. Отдыхают почти все летучие мыши вниз головой, подвешиваясь к опоре при помощи когтей задних ног и образуя при этом плотные гроздевидные скопления. Вероятно, такая скученность полезна с точки зрения терморегуляции, поскольку снижает колебания температуры. Тело отдыхающих рукокрылых обычно остывает почти до температуры окружающей среды. Похоже, что такой механизм экономии энергозатрат – один из факторов, способствующих поразительной долговечности этих мелких млекопитающих, которые доживают до 30-летнего возраста. Второе место – львы. За один раз львы иногда съедают по 30 кг мяса. Если добычи достаточно, ленивые хищники могут спать по 20 часов в сутки, а иногда и все 24 часа. Период сна у них выпадает преимущественно на жаркое время дня. Если хищник сыт, то не видит особой необходимости тратить время на прогулки и прочие дела, которые требуют бодрствования. Дело в том, что в Африке невыносимо жарко, и так лев спасается от зноя, лежит себе в теньке, если его нашел, да дрыхнет. Кто же спит больше всех? Конечно же, коала. Днем коалы спят, устроившись на ветке или в развилках ветвей, а ночью лазят по деревьям, отыскивая корм. И то это занимает всего лишь пару часов. Даже если коала не спит, то обычно часами сидит совершенно неподвижно, обхватив ветку или ствол дерева передними лапами. Медлительность этих животных связана с замедленным обменом веществ. Чтобы переварить еду, коалам приходится спать от 18 до 22 часов в сутки. Главная пища коалы – это листья эвкалипта. Их переваривание требует массы энергии, а та, в свою очередь, требует дополнительной пищи. Таким образом, зверек живет всю жизнь. В полусне срывает листья, заталкивает себе в рот и жует, жует и жует. Надеюсь, сегодня вы узнали кое-что новое. Если вам понравился контент, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все. Всего вам доброго. Приходите снова.